Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. В этой части мы переместились с верхнего яруса на нижний. Как видите, мне тоже пришлось переместиться. Здесь у меня находятся уже более взрослые растения, цветущие. Эти растения готовятся к пересадке, к обрезке и стоят на наращивании корней. И самые маленькие малыши, реанимашки, о них я расскажу подробнее. Как я сказала, это реанимашки, очень маленькие растения. Для них я использую вот такой контейнер, скажем так, мини-тепличка в тепличке. Хоть в основном в большой теплице у меня все равно поддерживается стабильная влажность и температура, при обслуживании створки мне приходится открывать. И как бы я не хотела этого, колебания температуры и влажности все-таки происходят. Если для тех растений, которые находятся на верхней полке, и они уже тронули в рост, это не страшно, то для таких вот малышей это, конечно, нежелательно. Любой перепад. Я использую такой контейнер, сверху накрываю обычной пищевой пленкой. Отверстие для вентиляции здесь есть. Итак, давайте посмотрим, что у меня здесь есть. Это безмяшка. Вот эти два растения привезла мне дочка с Владивостока. Нашла их в подъезде, замерзшие. Корней на них совсем не было. Грунт, наверное, универсальный, скорее всего, но что-то такое с грунтом было непонятное. Как видите, сейчас вот один из них тронулся в рост. Листик. Здесь, правда, еще ничего. Вот у нас только появляется листочек молоденький. Эти растения — это один из участников видеороликов. При делении отломился кусочек с двумя листиками и совсем без корней. Сейчас уже имеет новый листик и растет, хорошо развивается. Это антуриум. Плотненько так они у меня стоят. Это антуриум лили. Как видите, здесь очень много деток. Их корни довольно-таки неплохие. Поэтому в ближайшее время этот кустик можно будет либо пересадить в горшок побольше, либо разделить. Возможно, мы этим и займемся с вами в следующем видеоролике. Далее. Это антуриум коралл, тоже один из героев предыдущего видеоролика. Как видите, корневая у них неплохая. Даже вон корешочки сверху повыскакивали из грунта. Это растение уже можно смело пересаживать в горшочек большего объема. Тогда он быстрее пойдет в рост. И это опять же тоже коралл, тоже, как видите, имеет корешочки. Вот они. Но этот пока еще можно оставить в этом стаканчике, пусть пока постоит, подрастет немного. А вот еще малыш, когда пересаживали, совсем маленький росточек был, это тоже коралл из той же серии. Ну, как видите, подрастает малыш, старается. Это антуриум зиза. Пока я его пересаживать не буду. Пусть пока еще подрастет. Но корни, как видите, у него довольно-таки хорошие. И этот антуриум. Сорт, если честно, я не помню. Попал тоже ко мне случайно. Это растение тоже можно пересадить уже в горшок большего размера. Вот корешочки у него хорошенькие такие. Вот такая у меня мини-тепличка.
Кстати, очень удобная, и ее и обслуживать очень легко. Открыла, пролила, все отлично. Давайте перейдем к вот этим красавцам. Начнем с этого красавца, Anthurium Yuta. Недавно вы его видели в обзоре сорта. Взрослое растение, цветущее, имеет несколько деток. Изначально я хотела отделить этих деток, но выяснилось, что это боковые детки, то есть они не имеют своих корней. И пересаживать в таком состоянии их — это дело рисковое. Поэтому я засыпала стволик грунтом второго состава. Подобный эксперимент мы уже проводили в предыдущих видеороликах, в надежде, что детки дадут корешки. Но прошло довольно-таки приличное количество времени, но деток не наблюдается. Сейчас посмотрим, может быть, сейчас хотя бы появились. Ближе поставлю. Вот. Ну, знаете, пока я тоже их... О, одна пустила корешок. Ну, хотя бы что-то. Уже радует. С той стороны, не знаю, не видно. Ну, пока не наблюдается. Чтобы как-то ускорить процесс, я решила провести такой эксперимент. То есть в последнее время я основной пролив грунта произвожу чистой водой с фильтра обратного осмоса. То есть не использую удобрения. А уже вот эту горку опрыскиваю водой с применением удобрений. Расчет такой, что со временем растение будет питаться обычной водой, но, как вы знаете, без удобрений это совсем не то питание. А здесь у нас будет хорошо пропитанный грунт. То есть корешочки начнут расти, тянуться к этому грунту. Сейчас-то, конечно, им смысл растить корешки, если их неплохо питает материнское растение. Что из этого эксперимента выйдет, я пока не знаю, но очень надеюсь на успех. Потому что изначально мы Юту хотели пересаживать на видео вместе с вами. Уже 2 части нами было снято. Ждем продолжения, ждем корешков. Очень надеемся, что видео выйдет скоро на канал. Тот же самый эксперимент. Это Anthurium Simba. Также наращивает корешки. Но здесь, как вы видите, процесс идет гораздо быстрее. Вот уже корешочки хорошие. С той стороны я уже откапывать, наверное, не буду. Здесь вы видите, что корни растения растит. Довольно-таки неплохие. И еще подобное. Также у нас здесь горка из грунта второго состава. Здесь вообще интересный такой образец получился. Материнское растение в середине, оно начало тянуться в ствол. А по бокам у него, попытаюсь вам показать, вот одна детка, вот вторая детка. Сейчас как бы вам так показать, чтобы видно было. Вот, то есть одна деточка, вот вторая, вот она вторая. И здесь еще с той стороны еще третья детка. То есть материнское растение в середине с длинным стволом, с воздушными корнями. И по бокам маленькие детки. Уже как маленькие, уже довольно-таки неплохие, они уже и сами зацвели. Мы также решили обложить грунтом, нарастить корешки. Посмотри, какие здесь хорошенькие, прям такие. Так неудобно откапывать. Хочу сказать, ну очень прям хочется показать. Посмотрите, какие они хорошенькие, розовенькие, симпатичненькие. Мне особенно нравится вот эта розовая часть, такая длинненькая идет, а потом такой кончик у них желтенький. Интересные такие, смешные. И здесь посмотрите тоже.
Вот попробую вам так повернуть. Здесь то же самое. Вот. Ой, здесь вообще какой длинненький, хорошенький. Хочу отметить, что здесь я присыпала эти корешки гораздо позже, чем на юте. И результат уже, как видите, у нас есть. Растения цветут. Обратите внимание, какой хорошенький такой цветочек у него, яркий, такой насыщенный. Вот еще один цветочек распускает. Сорт, вы знаете, это Red Bull Чемпион. Все его давно уже полюбили. А вот еще у нас здесь что? А здесь еще цветочек. Это уже деточка цветет. Это материнский куст. А это уже детки у него зацвели. Я так думаю, в ближайшее время будем вот эти два кустика вместе с вами обрезать и пересаживать. Еще один страдалец. Антуриум Амалия элеганс. Отдали его мне совсем недавно. Рос он в универсальном грунте. Хозяйка сказала: забери, иначе выброшу. Устала я с ним возиться. Что бы ни делала, не растет. Пятна на листьях. Ну, эти все пятна, пупырышки. Опять же, рваные вот эти ранки. Следы на листьях. Желтизна. Все это говорит о неправильном уходе. Переливы, недоливы, сухой воздух. Все это неправильный уход. И зачем уже пенять на это бедное растение, если, как говорится, сама не досмотрела, не доглядела. Еще раз говорю, если вот так похожие следы у вас на листиках, не переживайте, это не вредитель, это просто неправильный уход. Обратите внимание на уход, и все будет отлично. Я думаю, что в дальнейшем я вам покажу, какой из этого, как она сказала, заморыша получится пышный и красивый кустик. Итак, что я хочу сказать, что мы очень удачненько зашли на нижнюю полку. Мы нашли два кустика, которые будут участвовать в следующем видеоролике. Мы вместе с вами их пересадим, обрежем. Ну и опять же будем наблюдать за ютой. Я надеюсь, что в ближайшем времени мы все-таки закончим съемку видеоролика о пересадке юты. Но нельзя же, мы уже сняли две части. Должно быть какое-то логическое завершение всего этого. Мы закончили обзор растений в моей тепличке. Если вы хотите поподробнее узнать об устройстве ее, то обратитесь к видеоролику, в которых я подробно рассказываю, как оборудована тепличка, из чего она сделана. Ссылочку я оставлю в описании к видео. В следующей части я уже расскажу о тех растениях, которые находятся в естественных условиях, то есть растут у меня в других комнатах на подоконниках. Думаю, так тоже будет неплохое и интересное видео. До скорых встреч, до свидания, всего вам доброго.